Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 40 тайн мира, все еще не разгаданных. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Объект 3I Atlas приближается. В ноябре-декабре станет ясно, что это комета или нечто загадочное. В декабре 2025 года научное сообщество ожидает ответа на один из самых интригующих вопросов современной астрономии. Что представляет собой межзвездный объект 3I Atlas? Загадочный странник, посетивший нашу Солнечную систему, продолжает ставить ученых в тупик своими необъяснимыми свойствами. Гравитационная загадка. Недавние наблюдения показали, что объект прошел на минимальном расстоянии от Солнца 29 октября 2025 года, всего через 8 дней после соединения с Солнцем относительно Земли. Эта уникальная орбитальная конфигурация позволила ученым впервые наблюдать эффект гравитационного линзирования. Искривление света объекта под действием солнечной гравитации. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, солнечная гравитация должна отклонять свет 3I Atlas на измеримую величину, примерно 0,27 угловой секунды. Хотя этот эффект составляет лишь малую долю от зафиксированных аномалий в движении объекта, его обнаружение стало бы важным подтверждением фундаментальных физических принципов. 9 необъяснимых аномалий. Что действительно вызывает недоумение ученых, так это растущий список аномалий 3I Atlas. Его ретроградная траектория точно совпадает с плоскостью эклиптики с вероятностью всего 0,2%. Необычные выбросы вещества, направленные в сторону Солнца. Рекордная масса ядра в миллион раз массивнее первого межзвездного объекта Оumuamua. Точное время прибытия, позволившее сблизиться с Марсом при минимальной видимости с Земли. Необычный химический состав с аномально высоким содержанием никеля. Всего 4% воды в составе, необычно мало для комет. Экстремальная отрицательная поляризация, не имеющая аналогов. Совпадение с направлением знаменитого вау-сигнала. Рекордное увеличение яркости и необычный голубой цвет. Решающий эксперимент. Согласно расчетам профессора Ави Лёба, если 3I Atlas является обычной кометой, ее негравитационное ускорение должно было привести к потере как минимум 15% массы. Это образовало бы гигантское газопылевое облако массой свыше 5 миллиардов тонн. Именно это облако станет предметом интенсивных наблюдений в ноябре-декабре 2025 года, когда объект максимально приблизится к Земле. Если облако не будет обнаружено, это станет 10-й и, возможно, самой важной аномалией. Объект демонстрирует негравитационное ускорение без характерного для комет газового хвоста. Научный вызов. Ситуация с 3I Atlas выходит за рамки обычных научных дискуссий. Как отмечает в своем письме адвокат Дастин Коллиер, настоящий научный прогресс требует готовности рассматривать все возможные объяснения, не ограничиваясь общепринятыми точками зрения. В ближайшие месяцы наблюдения за 3I Atlas могут либо подтвердить его естественную природу, либо заставить научное сообщество всерьез рассматривать более экзотические гипотезы. В любом случае, этот межзвездный гость уже сейчас заставляет нас пересматривать наши представления о том, что может путешествовать между звездами. 2. Кто действительно воздвиг пирамиды? Представьте, что вы стоите у подножия Великой пирамиды. Вы крошечный муравей. Над вами возвышается каменный блок, вес которого сопоставим с весом 70 легковых автомобилей. Таких блоков в пирамиде насчитывается 2,3 миллиона, и каждый из них подогнан к соседнему с точностью до микрона без малейшего зазора. Лезвие бритвы не проскользнет между ними. Затем появляется какой-то ученый и, с невозмутимым видом утверждает, что это сделали рабы с помощью медных пил и каменных молотков.
И вы, не задумываясь, принимаете его слова на веру, ведь так говорят по телевизору. Но факт номер 1 – несоизмеримая точность. Обработать гранит – один из самых твердых материалов на Земле с зеркальной гладкостью и идеальной геометрией медным инструментом. Это все равно, что пытаться разрезать алмаз пластиковой вилкой. В пирамиде множество примеров идеальной обработки, и это физически невозможно. Даже современные технологии с алмазными дисками и лазерами с трудом достигают такого уровня. Факт номер 2. Несоизмеримые масштабы. Каждый блок пирамиды Хеопса весит в среднем 2,5 тонны, но встречаются и более массивные, до 50, 70 и даже 200 тонн. Гигантские современные краны, которые представляют собой многотонные машины, с трудом справляются с меньшими грузами. Ученые предлагают нам поверить, что такие огромные статуи, саркофаги и блоки были изготовлены вручную путем шлифовки по мокрому песку. Это не просто неуважение к археологии, это оскорбление здравого смысла. Факт номер 3. Несоизмеримые знания. Пирамида ориентирована по сторонам света с точностью до 0,15 градуса. Это не просто нагромождение камней, а гигантский, сверхточный инструмент, встроенный в географические координаты планеты. Можно ли считать это случайностью? Спросите любого современного инженера, сможет ли он повторить такое без использования спутников и лазерного теодолита. Так кто же на самом деле это сделал? Ученые не могут дать ответа. Они лишь предлагают нам истории о рабах и пандусах, которые рассыпаются при первом же критическом взгляде. Может быть, это была не та цивилизация, что охотилась на мамонтов. Возможно, существовала культура, чьи технологии и знания превосходили наши на несколько порядков. Цивилизация, следы которой были стерты, и ее достижения выдают теперь за гробницы фараонов? 3. В архиве Франции обнаружили старинную карту, которая противоречит официальной истории. Недавно Национальный архив Франции опубликовал в открытом доступе цифровые копии старинных карт, датированных 1556 годом. Казалось бы, обычный исторический материал – очередная находка для любителей географии и истории. Но один из атласов вызвал настоящий шок среди исследователей и тех, кто интересуется альтернативной историей Земли. На карте, созданной почти за 3 века до официального открытия Антарктиды, четко прорисованы ее очертания, безо льда, с реками и внутренними горами. И это еще не все. Южный континент соединен с Евразией, словно это единая суша. На первый взгляд атлас напоминает типичные карты эпохи Возрождения, аккуратные контуры материков, морские чудовища, декоративные розы ветров и золотые рамки. Но при внимательном рассмотрении все рушится. Внизу страницы, где обычно изображали неизвестные южные земли, виден континент с четкими береговыми линиями, прибрежными поселениями, реками и горами. Современные исследователи, сравнив карту с топографией Антарктиды, пришли к поразительному выводу: контуры совпадают с подледным рельефом, известным лишь благодаря спутниковым данным XX века. Как мог картограф XVI века знать, как выглядит Антарктида подо льдом? Если она действительно отражает реальную географию, то либо ледниковый покров тогда отсутствовал, либо создатель пользовался древними источниками, сохранившими знания от допотопной цивилизации. Некоторые исследователи связывают находку с гипотезой о древнем глобальном катаклизме, который изменил положение континентов. Возможно, именно тогда материк сместился на юг и покрылся льдом, а карта отражает допотопный мир, существовавший тысячи лет назад. 4. Странные события в небе над Францией в 1670 году. Интересная гравюра, датируемая 1670 годом. Название – изображение ужасного явления, наблюдавшегося в Турене с 5 по 15 августа 1670 года. Коллекция Мишеля Хеннина. Гравюры, относящиеся к истории Франции.
том 50, части с 4532 по 4594, период с 1670 по 1671 годы, Национальная библиотека Франции. Исторической информации, которая пролила бы свет на происходящее в небе над Туреном в период с 5 по 15 августа 1670 года, найти не удалось. Непонятно, представляют ли пылающие доски НЛО или кометы или метеориты. Но, безусловно, сражающиеся армии на небесах должны указывать на то, что с этим инцидентом был связан либо сильный шум, который был интерпретирован впоследствии в звуки небесной битвы, или на землю с неба падали некие предметы, способствовавшие такой интерпретации. Вверху гравюры изображены две армии. 5. Что скрывают турецкие саркофаги в скале? Недалеко от турецкого курорта Кемер, в неприступной прибрежной скале, таятся 3 таинственных каменных ящика, формой напоминающие саркофаги. Вмурованные в твердую горную породу, они вызывают множество вопросов. Расположенные на мысе, сложенном древними меловыми гарцбургитами 145-66 миллионов лет назад, эти саркофаги бросают вызов времени и логике. Кто построил их здесь и с какой целью эти каменные гробницы были навечно запечатаны в скале? 6. Загадка ступы Тахт-э-Рустама. В северном Афганистане, в провинции Саманган, посреди безмолвных холмов и пыльных равнин стоит монумент, который ломает привычное представление об истории. Местные зовут его Тахт-и-Рустам, трон Рустама. С высоты он похож на современный бункер, круглая воронка, окруженная глубокими рвами, в центре купольное каменное ядро. Согласно официальной версии, перед нами буддийская ступа V века нашей эры, вырезанная из скалы, но чем дольше смотришь на нее, тем меньше она похожа на религиозное сооружение. Обычные ступы строились над землей, кирпич за кирпичом, с куполом, украшенным рельефами и символами. Тахт-и-Рустам же создан иначе. Словно гигантский резец снял вершину холма, оставив огромную круглую яму глубиной около 8 метров, по центру которой возвышается монолитный купол. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься вниз, словно в защищенный подземный комплекс. Это не архитектура для паломников, это напоминает инженерное сооружение, созданное для выживания или для хранения чего-то важного. Все сооружение – монолит, вырубленный из цельной скалы. Никаких блоков, швов, раствора. Все идеально симметрично, геометрия просчитана до миллиметра. Вдоль стен рва расположены 5 пещер и несколько камер, часть из которых имеет круглые отверстия в потолке. Через них проникает свет, создавая мягкий полумрак. Возможно, для медитации. А может, для вентиляции, если это действительно был древний подземный бункер. В одной из камер сохранились лотосы, добавленные позже буддистами. Но в остальном – пустота, строгие линии и ощущение, будто перед нами технические помещения. Зачем древним монахам было делать храм, в который трудно попасть? Чтобы вырезать такую структуру, нужно было удалить 1000 тонн камня и при этом сохранить идеальную форму. Это невозможно без точных расчетов и инструментов, о которых официальная история даже не упоминает. Но самая поразительная деталь – эрозия на стенах. Камень выглядит так, будто его веками размывала вода. А ведь климат Самангана засушливый и осадки редки. Чтобы появились такие следы, нужны либо десятки тысяч лет, либо глобальный потоп. Не случайно выдвинута гипотеза: Тахт-и-Рустам мог быть убежищем от древней водной катастрофы. 7. Загадка архивной фотографии Земли 1972 года, которая вызывает споры. Оригинал снимка, как утверждают исследователи, был сделан в 1972 году одним из американских орбитальных аппаратов. Тогда это фото не вошло в публичные отчеты. Кадр обнаружили значительно позже, уже в цифровом архиве университета в конце 1990-х. В каталоге он проходил под нейтральным названием «Облачная структура над южным полушарием».
Но внимание к нему привлекла необычная форма горизонта. На изображении видно что-то похожее на каменный или ледяной барьер, охватывающий круговую зону вокруг материков. Вокруг нее сплошная белизна, словно многослойное облако, не имеющее текстуры. Астрономы объясняют аномалию оптическим эффектом старых линз. Снимок делался с большой высоты и при малом угле освещения, из-за чего по краю могла возникнуть иллюзия сплошной линии, эффект, называемый эффект ореола. По мнению специалистов, именно он и дал тот самый контур, который в народных пересказах превратился в легендарную стену. Сторонники альтернативных теорий утверждают, что это не дефект, а реальный барьер, нечто вроде ледяного вала, окружающего известные нам материки. Они называют эту область внешним кругом и утверждают, что за ней могут находиться другие континенты, скрытые от обычных наблюдений. В сети можно найти и десятки других версий, якобы объясняющих снимок. Одни говорят, что спутник заснял атмосферные слои с искажением перспективы. Другие считают, что это монтаж, созданный в рамках геодезического эксперимента 1970-х, когда тестировались новые форматы спутниковой съемки. В 2003 году энтузиасты из Германии попытались воспроизвести снимок на современном оборудовании. Они использовали старую широкоугольную камеру и стеклянную линзу, близкую по параметрам к тем, что применялись на спутниках 1970-х. На некоторых кадрах действительно получилась похожая иллюзия, ровная светлая линия по краю кадра. Однако в точности повторить рисунок им не удалось. Скептики считают, что именно несовершенство пленки и неровности зеркала объектива создали контур, похожий на барьер. Но остается вопрос, почему другие фото той же миссии не имеют этого эффекта? Официального ответа нет. 8. Загадка базальтового столба из Индии. Этот базальтовый столб высотой около 1,5 метров. Изначально высота составляла около 4 метров, но его сломали. Располагается в одном из древнейших храмов Индии – Махабалипураме. Все загадки и противоречия официальным версиям истории заключаются в качестве его изготовления и обработки. В отличие от множества других древних артефактов, к этому приезжал индийский исследователь древней истории и проводил соответствующие измерения. Результаты измерений стали ключевым моментом, позволяющим задать вопрос о соответствии официальных версий истории с имеющимися на данный момент фактами. Начнем мы с того, что столб выполнен из 16 граней, а состоит он из базальта, твердая горная порода, чья прочность составляет около 6-7 баллов по шкале Мооса. Проще говоря, обработка базальта была далеко не самой простой и доступной задачей для древних людей. А мы говорим про создание идеального столба из 16 равнейших граней. Любая ошибка при его создании вела к браку. Это значит, что кто-то в древности выполнил столь сложную работу без малейшего изъяна, не имея высоких технологий. Самое интересное начинается, когда речь заходит о точности изделия. Индийский исследователь сделал расчеты, какие градусы необходимо выдерживать для получения подобного столба в идеальном исполнении. Результаты измерений показывают нам ровно 157,5 градусов, как было в расчетах. Вот вы сами подумайте, могли ли древние люди без высоких технологий достичь такого уровня мастерства, чтобы создавать из базальта столбы по 4 метра без единой погрешности даже на полградуса? Я боюсь, что даже в наше время и с современными технологиями так работают далеко не все люди. По официальным версиям истории, все это делали древние люди при помощи примитивных инструментов. А вот остальные нюансы их почему-то мало интересуют. 9. В Англии найден почти полный окаменевший скелет неизвестной юрской рептилии. Почти полный скелет, обнаруженный недалеко от Голден Кэп в 2001 году, был идентифицирован как новый и редкий вид ихтиозавра, что помогает заполнить пробел в летописи эволюции этих морских рептилий.
Юрское побережье юго-западной Англии открыло новое палеонтологическое сокровище исключительной важности. Это ихтиозавр, морская рептилия, современник динозавров, принадлежащий виду, ранее неизвестному науке. Это исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость, получившая название Ксипхаркон голденкапенсис. Животное длиной около 3 метров плавало в морях Плинсбахского яруса между 193 и 184 миллионами лет назад. Более того, окаменелые останки содержат следы его последнего приема пищи. Исследователи, занимающиеся его анализом, отмечают, что это, вероятно, наиболее полная доисторическая рептилия в мире, относящаяся к этому периоду времени. 10. Кассини зафиксировал загадочный объект в кольцах Сатурна. Специалисты НАСА сделали сенсационное заявление. Космический аппарат Кассини, завершивший свою миссию в атмосфере Сатурна, незадолго до сгорания запечатлел странный объект, происхождение которого до сих пор остается неразгаданным. Исследования Кассини, длившиеся почти 20 лет, подарили науке множество уникальных данных о Сатурне, его спутниках и кольцах. Однако ряд наблюдений вызвал у экспертов недоумение. Одним из самых загадочных открытий стали снимки с неизвестным объектом, замеченным в кольцах планеты. По словам ученых, объект имел необычную форму и движения, которые не соответствуют ни астероиду, ни ледяному обломку, ни каким-либо известным астрономическим телам. Его параметры не поддаются логическому объяснению, и исключить возможность инопланетного происхождения специалисты не могут. Также внимание ученых привлекли необъяснимые сбои в передаче данных Кассини, происходившие вблизи кольцевой структуры планеты. Эти сбои не удалось списать на технические неполадки, что лишь усилило подозрения о вмешательстве некой внешней силы. Среди возможных гипотез – инопланетные технологии, замаскированные под структуру колец, или искусственный спутник неизвестного происхождения, находящийся в скрытом режиме. 11. Древний аэропорт цивилизации майя. Как многие знают, цивилизация майя в определенный момент бесследно пропала, покинув все города, и этот факт история до сих пор не может объяснить. Кроме всего этого, цивилизация имела неплохие знания астрономии, устройства Солнечной системы и даже описывали контакт с внеземной цивилизацией. Но самое интересное – это уникальные пирамиды. В каждом крупном городе майя есть пирамиды, которых больше нигде нет в мире, а именно с площадкой наверху. Ну а самый главный город цивилизации, Теотиуакан, переводится как «обитель тех, кто знает дорогу к богам», если дословно. А эти пирамиды вполне могли предназначаться для посадки летательного аппарата. 12. Эскиз чудо-корабля 1653 года. В Нидерландском морском музее хранится интересная гравюра, которая изображает корабль, построенный в Роттердаме в 1653 году. Создатель этого чуда обещал, что за один только день его корабль уничтожит 100 вражеских кораблей, дойдет из Роттердама до Лондона и обратно тоже за один день, что его не смогут остановить никакие ураганы, пули и штормы. Странный корабль был в высоту 3,7 метра, шириной 2,5 метра и 22 метра в длину. Киль и нос судна были обшиты железом и представляли из себя что-то вроде таранов. Двигался корабль за счет гребного колеса внутри. Люди тысячами приходили к верфи, где строилось судно. За посмотреть взимали плату, и примерно 2700 человек увидели странный корабль. Но на судно так и не нашлось двигателя. Изобретатель оперативно собрался и исчез. А корабль какое-то время пробыл на судовой верфи Роттердама, где его в итоге разобрали, пустив на дрова. 13. Пьедра-дель-Соль. Этот календарный камень ацтеков. Массивный диск из базальта с выгравированными знаками календаря и мифологическими сценами сотворения мира по представлениям ацтеков.
Созданный между 1502 и 1520 годами, он служил жертвенным алтарем. Камень был найден в 1790 году под главной площадью Мехико во время строительных работ. На нем изображен солнечный календарь ацтеков, состоящий из 18 месяцев по 20 дней. 14. В Аргентине обнаружено идеально сохранившееся яйцо динозавра возрастом в 70 миллионов лет. В Аргентине, в провинции Рио-Негро, ученым удалось найти уникально сохранившееся яйцо динозавра, возраст которого составляет около 70 миллионов лет. Находка была сделана в Патагонии, и ее сохранность уже впечатлила специалистов по всему миру. Внешне яйцо имеет поразительное сходство с яйцом страуса, однако эксперты предполагают, что оно принадлежало представителю рода Бонапартиникус, небольшому, плотоядному динозавру-тераподу, обитавшему в этих краях в позднем меловом периоде. Хотя окаменелые яйца динозавров находили и раньше, экземпляр такой степени сохранности является огромной редкостью. Руководитель экспедиции Гонсало Муньос из Аргентинского музея естественных наук имени Бернардо Ривадавии признался, что находка стала полной неожиданностью. Он пояснил, что яйца плотоядных динозавров встречаются особенно редко. Это связано не только с меньшей численностью хищников по сравнению с травоядными, но и со спецификой самих яиц. Поскольку именно хищные динозавры дали начало птицам, их яйца были более хрупкими, с тонкой скорлупой, сильнее подверженной разрушению с течением времени. Именно поэтому данная находка имеет столь важное значение. Самое интригующее, что внутри яйца может находиться эмбриональный материал. Для проверки этой гипотезы команда археологов планирует провести тщательное сканирование объекта. Если внутри будут обнаружены следы развивающегося динозавра, это станет одним из важнейших палеонтологических прорывов в истории Южной Америки. Такая находка может предоставить подробности о том, как развивались и вылуплялись древние ящеры. На месте раскопок, судя по всему, когда-то располагалось гнездовье. Помимо целого яйца, палеонтологи обнаружили фрагменты других яиц, а также зубы млекопитающих и позвонки змей. 15. Три солнца в небе – древняя легенда, которая могла быть реальностью. В мифах народов, разделенных тысячами километров и океанами, существует удивительно стойкий сюжет. В глубокой древности на небе сияло не одно, а три солнца. Для нанайского охотника, китайского мудреца или ацтекского жреца это было не поэтическое преувеличение, а часть космогонии, объясняющая устройство мира. Удивительное сходство этих преданий заставляет задуматься, является ли оно лишь игрой человеческого воображения или в основе лежат реальные, пусть и катастрофические события, отголоски которых дошли до нас в виде мифов. Согласно распространенной в Сибири и Китае версии, появление трех светил принесло на Землю невыносимый зной. Мир погрузился в вечный день, иссушающий реки и сводящий с ума животных. Спасение пришло от героя-лучника, который, получив небесный лук, меткими выстрелами погасил два лишних солнца, вернув миру привычный порядок. Чувашский вариант этой легенды добавляет психологический штрих. Уцелевшее третье солнце, напуганное судьбой собратьев, пытается скрыться, и люди должны ежедневно уговаривать его вернуться на небосвод. Но самый интригующий рассказ сохранился в ацтекском кодексе Чимальпопоки, документе, чья историческая достоверность подтверждается археологическими находками. Согласно ему, три солнца не просто светили, а активно, так сказать, гасили родное светило землян, после чего вновь его зажигали. В конце концов, они заняли позицию в районе созвездия Ориона и освещали планету без перерыва целый год. Эта версия описывает не просто оптический феномен, а некое взаимодействие небесных тел. Объяснение первое, самое логичное и принимаемое официальной наукой объяснение – это сложная форма атмосферного явления, известного как гало.
Лучи Солнца, преломляясь в миллиардах ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы, могут создавать яркие ложные Солнца, паргелии, располагающиеся по бокам от настоящего светила. Это зрелище и вправду могло производить неизгладимое впечатление на древних людей, становясь основой для легенд о небесной битве. Однако данное объяснение имеет уязвимое место. Гало – явление локальное и недолговечное. Оно не могло бы вызывать круглосуточный свет в течение длительного периода, как описано в Ацтекском кодексе, или глобальную засуху. Объяснение второе. Если отойти от сугубо атмосферной версии, открывается пространство для более смелых предположений. Что, если в основе легенд лежит реальное астрономическое событие? Одна из гипотез предполагает, что Солнечная система в далеком прошлом могла быть кратковременной тройной звездной системой. Два других светила, коричневые карлики или блуждающие планеты-гиганты, могли войти в зону гравитационного влияния Солнца, создав иллюзию трех Солнц. Их интенсивное излучение и гравитационные возмущения могли вызвать на Земле катастрофические изменения климата, которые и были интерпретированы как невыносимый зной. Объяснение третье. Другая версия, еще более фантастическая, апеллирует к теории планетарных катастроф. Некоторые исследователи, опираясь на труды Иммануила Великовского, допускают, что одним из лишних Солнц могла быть Венера или Марс, находившиеся тогда на иной орбите и имевшие гигантские газовые хвосты, ярко светившиеся в небе. Их последующее перемещение на современные орбиты могло быть воспринято как исчезновение или уничтожение. 16. Каменный страж Петры. Кем была женщина-сфинкс из храма Каср-эль-Бинд в 1967 году во время раскопок на главном священном участке Петры у ворот Теменос, ведущих к храму Каср-эль-Бинд? Археологи сделали необычную находку. Им оказался известняковый блок с высоким рельефом, изображающий женщину-сфинкса. Это мифическое существо с головой женщины, телом львицы и крыльями орла, датируемое началом I века нашей эры, было установлено в самом сердце религиозной жизни набатейской столицы. Его расположение указывает на сакральный статус, но вот кого именно он олицетворяет. Вопрос, который делит исследователей на несколько лагерей. Версия первая, Аль-Лат, Великая Мать Богов. Наиболее популярная гипотеза связывает сфинкса с Аль-Лат, одной из верховных богинь доисламской Аравии, почитавшейся как Мать Богов. Ее культ был широко распространен в Набатейском царстве, а ее образ часто ассоциировался с небом, дождем и плодородием. Сочетание символов в сфинксе идеально соответствует ее статусу. Версия вторая, Петра как богиня. Согласно другой теории, сфинкс мог быть не портретом конкретного божества, а персонификацией самого города Петры. В эллинистической традиции, оказавшей сильное влияние на набатейскую культуру, было распространено изображать города в виде женских фигур, часто в коронах в виде городских стен. В этом случае сфинкс символизировал бы дух, мощь и неприступность скальной столицы, а его львиное тело метафорически говорило бы о силе и независимости Набатейского царства. Версия третья. Безличный божественный страж. Третья версия предлагает более обобщенное толкование. Сфинкс мог быть хранителем города, мифическим стражем, чья задача – охранять не конкретное божество или идею, а все священные памятники Петры, храмы, гробницы и сам вход на участок Теменос. В этом качестве он сочетал бы бдительность льва, способность парить над городом подобно орлу и разум человека, отгоняя любые враждебные силы. Отсутствие надписей, которые могли бы однозначно идентифицировать замысел скульпторов, оставляет поле для научных дискуссий. Возможно, истина лежит где-то посередине, и для древних набатеев эти значения не исключали, а дополняли друг друга.
Женщина-сфинкс у храма Каср-эль-Бинт могла одновременно быть и образом Аль-Лат, и символом города-крепости, и его вечным мифическим защитником. Эта многогранность образа лишь подчеркивает богатство и сложность религиозного мира Петры, где камень продолжает хранить тайны, не поддающиеся однозначному прочтению. 17. В ледяном керне ученые нашли образец воздуха возрастом 6 миллионов лет. Восточная часть Антарктиды содержит самые древние льды на Земле. Однако самые старые образцы находятся на большой глубине, до 2 километров. В суровых антарктических условиях добывать эти замороженные свидетельства истории крайне сложно. Однако у региона Аллен-Хиллс есть некая геологическая и климатическая особенность, которой воспользовались ученые. Здесь в некоторых местах древние льды выходят ближе к поверхности на глубину до 100 метров, и нет прямой зависимости между возрастом образца и глубиной залегания. Авторы нового исследования смогли добыть несколько кернов, изучение которых привело к открытию. Во льду ученые обнаружили микроскопические пузырьки воздуха, которые проанализировали. Измерение количества изотопов аргона позволило определить, что эти частички древней атмосферы попали в ледяной плен 6 миллионов лет назад. Ранее самым старым образцом льда из подобных кернов считался фрагмент возрастом 2,7 миллиона лет. В регионе Аллен-Хиллс образцы возрастом в миллионы лет можно найти на глубине от 100 до 200 метров. Лазерная спектроскопия позволила определить разные изотопы кислорода. Это показало, что в данном районе на протяжении длительного периода происходило постепенное понижение средней температуры, примерно на 12 градусов по Цельсию. По сути, Антарктида из более теплого континента превращалась в то, что мы наблюдаем сейчас. Еще один образец льда пока остается загадкой для ученых. Он представляет из себя грязную смесь, в которой почти нет растворенного газа. Поэтому датировку провести невозможно. Изотопный анализ воды в нем показал, что он образовался при гораздо более высокой температуре. Вероятно, этот керн еще старше 6 миллионов лет. Ученые считают, что он возник не от слежавшегося снега, а непосредственно в водной толще. На это указывает нехватка воздушных пузырей. 18. В США нашли самые полные в истории останки динозавра с копытами. В штате Вайоминг команда из Чикагского университета США обнаружила 2 экземпляра Edmontosaurus NX. Их возраст около 66 миллионов лет. Эти окаменелости оказались настолько детализированными, что позволили увидеть фактуру кожи и даже отпечатки мягких тканей. После извлечения останков ученые применили микрокомпьютерную томографию, рентгеновскую спектроскопию и 3D-моделирование, чтобы воссоздать каждый элемент анатомии. Полученные данные показали, у Edmontosaurus NX было 3 копытообразных пальца на задних конечностях, схожих с лошадиными, и массивная шипованная гряда, проходившая от шеи до хвоста. Открытие стало первым подтверждением существования у динозавров копыт, структуры, ранее неизвестной у рептилий. На основе снимков следов, найденных в тех же отложениях, исследователи подтвердили совпадение формы стоп и характера опоры. Реконструкция показала, этот утконосый динозавр имел плотную чешуйчатую кожу, мясистый гребень на шее и хвост, усеянный одиночными шипами, каждый из которых соответствовал отдельному позвонку. Так Edmontosaurus NXtens стал первым наземным животным с копытами, чья передняя и задняя конечности имели разное строение. 19. Ученые подтвердили свидетельства наблюдений неизвестных объектов над ядерными полигонами. Группа исследователей опубликовала отчет, согласно которому тысячи неопознанных объектов, возможно принадлежащих внеземному разуму, могли наблюдать за первыми испытаниями ядерного оружия еще задолго до начала космической эры человечества.
Работа опубликована в журнале Scientific Reports и прошла процедуру рецензирования. Как сообщают СМИ, исследование возглавила доктор Беатрис Вильяраэль из Шведского института теоретической физики. Она выявила четкую корреляцию между периодом первых наземных испытаний атомных бомб с 1949 по 1957 годы и увеличением числа странных светящихся точек, известных как транзиенты, появлявшихся в небе. По словам доктора Вильяраэль, обнаруженные объекты обладали необычными характеристиками. Они были похожими на отражающие свет зеркала и вращались подобно классическим представлениям о НЛО. Такие свойства трудно объяснить природными явлениями. Всего исследователи зафиксировали увеличение количества транзиентов примерно на 45%, непосредственно перед проведением подземных взрывов или сразу после них. Фотографии из архивов обсерватории Паломар в Калифорнии подтверждают наблюдение тысяч ярких пятен, движущихся в околоземном пространстве в период ранних испытаний ядерного оружия США, Великобритании и СССР. Эти снимки демонстрируют сотни необъяснимых объектов, которые вскоре исчезали. Авторы исследования отмечают, что феномен таинственных световых вспышек наиболее активно проявлялся именно в дни проведения испытаний, особенно накануне или спустя сутки после события. Это ставит под сомнение версию о случайных совпадениях или ошибочных наблюдениях, однако ученые признают, что пока невозможно однозначно утверждать природу происхождения этих загадочных объектов. По мнению автора отчета, хотя существует вероятность природного объяснения феномена, альтернативные гипотезы кажутся маловероятными. Доктор Вильяраэль добавила, что неизвестно, продолжают ли эти объекты находиться на орбите Земли сегодня. Однако если они действительно являются продуктом внеземного интеллекта, вполне вероятно, что некоторые из них все еще кружатся вокруг нашей планеты. 20. Загадка статуи на полуострове Боссов Хансю. В Японии на полуострове Боссов Хансю находится гора Накагири, которая скрывает в себе невероятную тайну, но далеко не каждому дано понять ее. По сути, там находится туристическое место, куда водят людей посмотреть на очередную статую, но лишь самые внимательные смогут заметить, что ни одной статуе интересно данное место. Видите огромное количество загадочных параллельных линий? Вот это и есть главная тайна места, а статую можно считать приманкой для отвода глаз от этих следов, хотя спрятать или скрыть их попросту невозможно. Историки заявляют, что камень из этой горы добывали аж с эпохи Эдо, поэтому ничего примечательного в этих следах не видят. Но мы с вами ведь привыкли смотреть на загадочные факты. Они свидетельствуют, что такие линии совершенно не похожи на древнюю добычу камня, особенно 1300 лет назад, когда не было технологий или методов, способных оставить столько ровных параллельных линий на огромной площади. Такие следы более характерны для современной промышленной техники, но никак не древних примитивных инструментов. Более того, есть некоторые нюансы. Куда же делась технология, позволяющая так масштабно резать скалы? Историки не говорят про утрату каких-либо важных технологий по добыче и обработке камня, но по масштабам параллельных линий мы видим это. Вы только взгляните, на что были способны древние камнерезы, как ловко они могли работать с породой даже в, казалось бы, невозможных условиях. Посмотрите на разметку над головой статуи. Спешу напомнить, что мы с вами говорим исключительно о ручном труде, когда даже удержать блок с такими параметрами на высоте было почти немыслимой задачей. К слову, работы проводились прямо со статуей, а значит, рабочие были так в себе уверены, что даже не думали о последствиях при повреждении статуи. Были ли такие технологии и возможности у японцев как минимум 1300 лет назад? Точно никто не знает, но официальные версии истории таких не описывают. Поэтому велика вероятность, что гранитную скалу и округу обработала культура с очень высоким уровнем развития по меркам того времени. Также остается открытым вопрос, статую построили до обработки, после или все архитектурные процессы происходили одновременно. 21.
Самая древняя цепочка следов. До недавнего времени считалось, что древнейшие сухопутные существа выползли из вод даже не в Ордовикском, а лишь в силурийском периоде. Отложения, где были обнаружены первые представители фауны, способные существовать на поверхности планеты, датированы 430–420 миллионами лет. Оказалось, что все это ошибочные суждения, так как современные палеонтологи смогли обнаружить цепочки следов древних существ, обитавших на суше примерно 550–560 миллионов лет назад. То есть, еще даже до так называемого Кембрийского эволюционного взрыва. Но тогда получается самая настоящая эволюционная путаница. И вот почему. Для существования на поверхности существо должно было развиться, как минимум, до членистоногого. Кишечно-полосные черви и моллюски не способны оставлять цепочки следов. Значит, прежние знания об этапах развития живых существ на Земле ошибочны. По обнаруженным цепочкам отпечатков лап был сделан вывод, что живой организм обладал двусторонней симметрией, что также указывает на его высокий, по тем меркам, уровень эволюционного развития. Исследователи, совершившие открытие и изучавшие следы, утверждают, что данное существо, скорее всего, являлось членистоногим. Есть, конечно, маленькая вероятность принадлежности к кольчатым червям, но это практически невозможно. Такие организмы оставляли совсем другие отпечатки. Судя по всему, поступь организма была неспешной, с остановками, вероятно, для поиска пищи. Открытие из Китая очень удивило палеонтологов, ведь получается, что жизнь формировалась гораздо раньше, нежели предполагалось до этого. 22. Человек с мобильным телефоном на фото 1943 года. В соцсетях стала вирусной фотография, сделанная в 1943 году, на которой виден человек, вероятно, разговаривающий по мобильному телефону. Журналисты выяснили, что это фото было сделано в 1943 году в Рейкьявике, Исландия. На нем изображены солдаты США, но этот человек в белом плаще определенно не является солдатом и явно отличается от других людей на фото. Мужчина держит какой-то предмет в руке, поднеся его к уху таким же образом, как это делают владельцы мобильных телефонов. И он с открытым ртом, то есть, видимо, сфотографирован в момент разговора. А рядом с ним нет никого, с кем бы он мог разговаривать, никто не смотрит в его сторону. Пользователи соцсетей быстро пришли к выводу, что на фото путешественник во времени, который не ожидал, что его начнут снимать. Он стоит один, на нем иной головной убор, чем у других, и другой шарф, и он ведет себя так, как мы бы делали сегодня, разговаривая по мобильному. Пишет Кристиан Хоффман, который первым выложил этот снимок в исландской группе Facebook. Скептики же считают, что мужчина на фото, возможно, просто проверял свои часы на руке или решил почесать ухо прямо в момент работы фотографа. Однако в руке мужчины определенно есть какой-то прямоугольный плоский предмет. И если это не телефон, то что же это такое? 23. Истинное смещение полюсов. Истинное смещение полюсов – это не то, что мы изучаем в школе. Это не изменение магнитного поля Земли и не дрейф континентов в его привычном, медленном виде. Это нечто гораздо более быстрое и драматичное. Представьте себе апельсин. Если вы прокрутите его, вращаться будет вся мякоть вместе с кожурой, но если кожура отделится и начнет скользить по сочной внутренней части, вращаясь независимо от ядра, вот это и будет грубой аналогией истинного смещения полюсов. В случае с Землей вся ее твердая литосфера, континенты и океаническое дно как бы проскальзывает по жидкой мантии, меняя свое положение относительно оси вращения планеты. В результате географические полюса оказываются в совершенно новых точках, а экватор проходит по новым территориям. Официальная наука объясняет ледниковые периоды циклами Миланковича, медленными изменениями орбиты и наклона оси Земли, влияющими на распределение солнечного тепла. Но у этой теории есть свои загадки.
Почему, например, ледниковые щиты возникали с ошеломляющей, по геологическим меркам, скоростью, почему следы древнего оледенения находят в тех регионах, которые, согласно палеоклиматическим реконструкциям, должны были находиться в тропических или умеренных широтах. Гипотеза истинного смещения полюсов предлагает элегантное и пугающее решение. Если участок земной коры, находящийся в умеренном поясе, всего за несколько тысяч лет, а по некоторым оценкам и быстрее, сместится в приполярную область, он неминуемо покроется льдом. Климат на этой территории резко изменится не из-за глобального похолодания, а потому что сама Земля, так сказать, уехала в холодную зону. При этом другие регионы, напротив, выйдут из ледяного плена и расцветут. Сторонники этой смелой идеи находят ее подтверждение в самых разных областях знания. Палеоклиматология, ископаемые остатки тропической флоры в Гренландии и Антарктиде, а также следы ледников там, где их быть не должно. Классический аргумент. Как тропические папоротники могли расти на Земле, которая миллионы лет должна была быть скована льдом? Древние карты. Знаменитая карта Перерейса, на которой, как утверждается, с невероятной точностью изображена свободная ото льда Антарктида, будоражит умы. Если это не ошибка и не фальсификация, то могла ли она быть составлена до того, как полюс сместился и континент замерз? Палеонтология. В Сибири находят идеально сохранившихся мамонтов с непереваренной пищей в желудках. Это говорит о практически мгновенной, шоковой заморозке. Что могло вызвать столь резкое и катастрофическое похолодание в регионе? Столкновение с астероидом? Или внезапный уход территории в зону арктического холода в результате смещения коры? Разумеется, у этой гипотезы есть множество серьезных критиков. Главный вопрос, на который у сторонников смещения полюсов пока нет окончательного ответа, что может быть той силой, что способна сдвинуть всю земную кору. На роль такого двигателя предлагаются разные явления: накопление льда на полюсах, создающее дисбаланс, столкновение крупного метеорита, астероида, кометы или иного небесного тела с Землей, или даже мощные потоки мантийного вещества. Однако ни одна из этих моделей пока не получила всеобщего признания. Противники гипотезы указывают на отсутствие четких геологических свидетельств столь масштабного и быстрого события в недавнем, по меркам планеты, прошлом. 24. Загадочные драконы Древней Индии. В древних текстах, дошедших до нас из античного мира, хранятся описания существ, способных поставить в тупик современного зоолога. Речь идет не о мифических чудовищах в привычном для европейцев понимании, а о загадочных индийских драконах, гигантских змеях, которые, если верить источникам, были реальными обитателями земной фауны и главной грозой слонов. Греческий писатель II века Илиан в своем трактате о природе животных подробно описывает тактику охоты этих существ. Согласно ему, драконы, зная о привычке слонов срывать ветви с деревьев, устраивали им хитроумные засады. Чудовище обвивало ствол, маскируя нижнюю часть тела за листвой, в то время как верхняя свободно свисала, подобно канату. Когда ничего не подозревающий слон приближался, дракон молниеносно атаковал, выбивая глаза своей жертве. Лишив ее зрения, змей обвивался вокруг шеи гиганта и, удерживаясь хвостом за дерево, душил его необычной и удивительной петлей. Сохранились поразительные свидетельства. Анисикрит, сподвижник Александра Македонского, утверждал, что видел двух таких драконов, которых держал индийский правитель Абиссар. Размеры их были чудовищны, один достигал в длину 140 локтей, примерно 70 метров, а другой – 80 локтей, около 40 метров. Говорится, что сам великий завоеватель испытывал жгучее желание взглянуть на этих легендарных существ. Наиболее красочное и детальное описание оставил Филострат в жизни Аполлония Тианского. Он разделяет индийских драконов на два вида – болотных и горных. Первые, неповоротливые и длиной до 30 локтей, не имели гребня на голове.
Зато горные драконы были настоящими аристократами этого племени. Они обладали высоким гребнем, который с возрастом лишь увеличивался, и длинной золотистой бородой. Их чешуя отливала серебром, а зрачки глаз, сложенные из огненного камня, обладали, по мнению индийцев, сверхъестественной силой. Эти тексты заставляют задуматься, что стояло за этими описаниями. Была ли это лишь поэтическая метафора, призванная описать невиданных ранее гигантских змей, вроде питонов или удавов? Или в древности действительно существовали виды пресмыкающихся, ныне полностью вымершие, чей облик и повадки породили столь яркие и детальные легенды? 25. Осколок второй луны? Тайна аргентинского небесного поля. На равнинах аргентинского Гран-Чако лежит место, носящее звучное и загадочное имя Кампо-дель-Сьело, что в переводе означает «небесное поле». Это не поэтическая метафора, а констатация древнего факта. Здесь, среди чахлых кустарников и красного грунта, Земля хранит шрамы от катастрофы космического масштаба, способный переписать историю нашей планеты. Ученые десятилетиями ломают копья в спорах, что именно упало здесь тысячи лет назад. Просто крупный астероид или фрагмент некоего небесного тела, которому самое место на страницах древних мифов. Первыми европейцами, столкнувшимися с этой аномалией, стали испанские конкистадоры. Вместо золота они нашли здесь железо, но железо необыкновенное, пришедшее с неба. В XVI веке ходили рассказы о громадной железной глыбе, которую индейцы использовали как источник металла для оружия. В 1576 году авантюрист Эрман Мексика де Мироваль не только обнаружил эту глыбу в болотистых низинах, но и возвращался к ней снова и снова, чтобы добывать куски прочнейшего металла. Это было нечто иное, чем примитивная выплавка. Они имели дело с готовым сырьем внеземного происхождения. Научный интерес к загадочному полю проснулся веком позже. В 1803 году был обнаружен и извлечен метеорит весом почти в тонну. Самый крупный его фрагмент после долгого путешествия занял почетное место на постаменте перед входом в Британский музей, где находится и поныне. Эта глыба стала материальным доказательством космического визита, но настоящая сенсация ждала своего часа в 20 веке. В 1961 году американский исследователь Кэссиди совершил открытие, которое поставило перед наукой новые вопросы. Он обнаружил, что Кампо-дель-Сьело усеян не просто обломками, а уникальными метеоритами, состоящими из химически чистого железа, получившими название гексадериты. Но главной находкой стал не состав, а масштаб. Ученый установил, что поперечник области разброса обломков составляет ошеломляющие 17 километров. Это на порядок больше, чем у известных метеоритных кратеров, и указывает на невероятную мощь удара. Официальная наука признает, что несколько тысяч лет назад Земля столкнулась с роем обломков крупного астероида. Однако ряд исследователей, анализируя характер разрушений и древние легенды, выдвигает более смелую гипотезу. А что, если это был не просто астероид? Некоторые ученые в середине XX века допускали возможность существования у Земли в прошлом второго естественного спутника. Согласно этой теории, та самая вторая Луна по каким-то причинам сошла с орбиты и разрушилась в атмосфере, а ее фрагменты обрушились на планету. Кампо-дель-Сьело мог стать местом падения одного из самых крупных ее осколков. Такая катастрофа могла бы объяснить не только огромное поле рассеяния, но и глобальные последствия смещения земной оси, описанные у Платона, тектонические сдвиги и масштабные потопы, о которых повествуют мифологии народов по всему миру. 26. Кто на самом деле построил Мачу-Пикчу? Древний комплекс возведен на высоте 2450 метров над уровнем моря. Он включает в себя около 200 зданий. Его создание приписывают цивилизации инков. Впрочем, это довольно спорное утверждение, есть ряд фактов, не укладывающихся в эту гипотезу.
В свое время европейские колонизаторы так и не смогли дойти до Мачу-Пикчу. Благодаря этому объект сохранился практически в том виде, в котором его оставили индейские племена. Естественно, с поправкой на время. Официальным годом открытия является 1911, когда американский археолог Хайрам Бингем обнаружил в Андах первые сооружения. Важным достоинством Мачу-Пикчу было то, что она не подверглась никаким искусственным разрушениям. Сгнили соломенные и деревянные элементы строений, а все остальное стояло нетронутым. По прошествии более чем 100 лет многие эксперты уверены, что главную загадку древних мегалитов еще только предстоит разгадать. На многие вопросы, связанные с историей Мачу-Пикчу, наука на сегодняшний день ответить не может. Тем не менее, сегодня главенствует официальная версия, что священный город за облаками построен 9-м правителем империи инков, Пачакутиком Юпанки, примерно в 1440 году. Но вот, что интересно, историками не обнаружено никаких серьезных свидетельств, подтверждающих эту версию. Просто-напросто в ту эпоху появляются первые легенды о городе священных дев. Однако это объясняется довольно просто. Именно тогда те земли вошли в состав империи Юпанки. Единственное, что сделали индейцы, так это посредством дорог связали горную обитель с остальной частью страны. Это косвенно подтверждает, что южноамериканские индейцы не имеют никакого отношения к строительству по-настоящему древней части Мачу-Пикчу. А она по-настоящему впечатляет. Многотонные каменные монолиты сложены так, что между ними невозможно просунуть лезвие ножа. При этом древними строителями не использовался никакой скрепляющий раствор. Эта древняя часть Мачу-Пикчу почти везде сохранилась чуть выше фундамента. Выше мы видим совершенно иную картину. Кладка гораздо более примитивна, из более мелких камней. Особенно хорошо это заметно в так называемом Нижнем городе, где, судя по всему, 500 лет назад проживали рядовые инки, обслуживающие городскую знать. Именно поэтому ряд исследователей полагает, что каменные сооружения и мегалитические стены были созданы мастерами доисторических цивилизаций задолго до появления в этих местах инков. Они же в XIV или XV веке просто нашли это место и обосновались здесь, достроив часть города. Но что это была за цивилизация? Сегодня на этот вопрос ответа нет. И, к сожалению, он вряд ли появится. Время надежно скрыло все следы той доисторической культуры. Остались лишь уникальные мегалиты. 27. Загадочный лунный камень в Перу. Артефакт находится в Куско и представляет собой некий объект, выполненный прямо в скале. Обращаю ваше внимание, что не вырезанный, выбитый, отлитый или выплавленный. По официальным версиям он являлся священным местом для различных религиозных ритуалов у индейцев, а следовательно они его и сделали. О строителях объекта мы можем судить по точности конечного продукта и следам используемого инструмента. Если лунный камень на самом деле сделали индейцы, то на его поверхности должно остаться множество следов от скалывающего инструмента, наподобие зубила. Однако здесь и кроется вся загадка. На поверхности лунного камня нет ни единого следа от обрабатывающего инструмента, хотя качество его обработки и симметрия поражают даже современных исследователей. Какими методами индейцы могли обработать скалу? Мы ведь все взрослые люди и понимаем, что сказок не бывает. Наш мир построен на законах физики и логики, поэтому нужно опираться на факты. Если следовать простой логике и здравому смыслу, то мы приходим к выводу о непричастности древних индейцев к созданию артефакта. У них просто не было нужных технологий для получения такого результата. Но если лунный камень создали не примитивные индейцы, тогда кто? Очевидно, что древние строители проживали в Америке задолго до индейцев, а их технологии по возможностям превосходили наши. В наше время ученые не могут понять и использовать подобную технологию,
поэтому развитие древних строителей находилось на совершенно ином уровне даже по сравнению с современным миром. Так как его создали неизвестные древние строители с высоким уровнем развития, то и вариантов его применения получается слишком много. Варианты начинаются от простого декоративного элемента до составной части сложного технологического устройства. Артефакт в скале мог быть как простым памятником, так и порталом на другие планеты. Сейчас мы можем лишь выбрать более привлекательную для нас версию и поверить в нее, ибо правду в ближайшие годы мы все равно не узнаем. 28. НЛО во время Первой мировой войны. Найдены свидетельства от очевидцев. В полицейских архивах многих губерний сохранились сотни странных телеграмм, рапортов и протоколов. Военные, жандармы и простые граждане доносили о неких объектах, которые ночами появлялись далеко от линии фронта, светили ослепительными лучами, легко уворачивались от обстрелов, приземлялись где угодно. Российский уфолог Михаил Герштейн и белорусский историк Илья Бутов изучили эти документальные свидетельства, появившиеся в 1914-1916 годах. И теперь уверяют, уж очень они напоминают нынешние, только без привычных теперь терминов НЛО и летающая тарелка. Люди часто называли таинственные аппараты в небе Российской империи аэропланами или дирижаблями, подтягивая увиденное к чему-то более-менее знакомому и уже существовавшему в то время. Хотя из показаний очевидцев следовало, что сравнение было весьма условным. Так называемые аэропланы и дирижабли имели разноцветные огни по бортам, мощные прожекторы, обладали высочайшей маневренностью, могли зависать на одном месте. Выглядели как-то не так, отнюдь не теми этажерками, на которых тогда летали люди. 29. Загадки пещер Барабар. В горах Индии, недалеко от города Гая, находятся Барабарские пещеры, уникальные сооружения, вырезанные в граните в III веке до нашей эры. Их предназначение до сих пор остается загадкой. Пещеры состоят из двух помещений, прямоугольного и круглого, которые были вырезаны в граните с невероятной тщательностью и отполированы до блеска. Большинство пещер больше похожи на убежища или бункеры, чем на места для религиозных обрядов. Современные специалисты задаются вопросом, кто и зачем должен был в них скрываться. От какой трагедии они должны были спасти древних людей? Ответы на эти вопросы пока не найдены. Ученые уверяют, что для вырезания пещер использовались примитивные инструменты, каменные молотки и долота. Чтобы понять, насколько смешны эти утверждения, достаточно посмотреть на снимки этих, так сказать, пещер. Каменными молотками и долотами это сделано? Однако существует и другая версия. Некоторые исследователи предполагают, что пещеры могли быть созданы для спасения населения от наводнений или других природных катаклизмов. Возможно, они были использованы как убежище во время войн или в период политических потрясений. Есть и версия о том, что это было бомбоубежище для спасения от бомбардировок с воздуха, которые происходили во время древних так называемых войн богов. 30. Загадочные вспышки света обнаружили на скрытых ранее архивных фото 1950-х годов. Астрономы, изучающие старые фотопластинки 1950-х годов, обнаружили странные вспышки света, природу которых не могут объяснить до сих пор. Этим исследованием занимается международная команда ученых в рамках проекта ВЕСКО. Его цель – искать в оцифрованных архивных данных астрономические объекты, которые внезапно появляются и исчезают. Руководитель проекта Беатрис Вильяраэль из Стокгольмского университета, Швеция, и ее коллега, профессор Стивен Брюль, проанализировали 106 тысяч таких кратковременных вспышек, зафиксированных с 1951 по 1957 год. Самое интригующее – это странные закономерности, которые удалось обнаружить. Одним из самых неожиданных открытий стала связь между вспышками на пластинках и испытаниями ядерного оружия.
Оказалось, что вероятность появления загадочного сигнала на следующий день после такого испытания была на 68% выше, чем в обычные дни. Исследователи рассмотрели несколько возможных объяснений. Самое простое, что это блики от спутников. Но все эти снимки были сделаны до 1957 года, то есть до запуска первого искусственного спутника Земли. Характер вспышек указывает на то, что их источником может быть что-то плоское и хорошо отражающее свет, например, металлическая поверхность. Другое предположение, что ядерные испытания вызывали какое-то неизвестное атмосферное явление. Однако ученые сомневаются в этом, поскольку такие явления вряд ли могли сохраняться в атмосфере целые сутки. Критики указывают, что вспышки могут быть просто дефектами старых фотопластинок или следами загрязнения. Что же делать дальше? Ученые предлагают попытаться воспроизвести подобные наблюдения на современном небе. Если искусственные спутники будут оставлять на фотопластинках такие же следы, это позволит предположить, что 70 лет назад на орбите уже находились какие-то объекты. Пока же таинственные вспышки с фотопластинок Паломарской обсерватории, США, остаются одной из самых интригующих загадок в истории астрономии. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 31. В горах Чили обнаружили загадочное лицо. Энтузиасты наткнулись на поразительную аномалию среди чилийских пиков. Спутниковые изображения в Google Maps демонстрируют отчетливые контуры, которые с высоты птичьего полета формируют портрет гигантских размеров. Обнаруженная структура поражает своими габаритами. Она простирается на сотни метров и хорошо различима даже при максимальном приближении камеры. Четкость деталей заставляет сомневаться в случайности формирования. Видны глазницы, контуры носа и даже подобие губ. Пользователи социальных сетей быстро подхватили тему, создав целую волну обсуждений. Одни утверждают, что видят древнюю скульптуру доколумбовых цивилизаций, другие говорят о природной игре света и тени. Особенно активные комментаторы даже предполагают внеземное вмешательство. 32. Загадочная статуя из шумерского города Урук. Во время раскопок на территории древнего шумерского города Урук, расположенного в Иране, немецкие археологи в 1954 году нашли странную статуэтку. Сейчас она находится в запасниках музея Пергамон, Берлин, и не выставляется на показ, а ее тайна до сих пор не раскрыта. В чем же загадка этого предмета? Да в том, что ученые не могут найти объяснение расположения скульптуры внутри шара, но независимые исследователи и сторонники палеоконтакта предполагают, что шар, в котором находится явно гуманоид в какой-то спецодежде, очень напоминает древние виманы из индийского эпоса. Вполне возможно, что это просто одноместный виман, а находящийся в нем пилот одет в своеобразный скафандр. 33. Загадочная сфера из космоса, реальное послание или мистификация. Последние месяцы в мире активно обсуждается один из самых загадочных случаев, связанных с неопознанными объектами.
История, которая поначалу казалась простой случайностью, теперь привлекла внимание ученых. Речь идет о необычном объекте, блестящей металлической сфере размером с крупный футбольный мяч. Впервые она привлекла к себе внимание в марте, когда камеры зафиксировали ее движение в ночном небе города Буга. Объект перемещался быстро и хаотично. Местные власти вскоре сообщили, что таинственная сфера была найдена неподалеку от места наблюдения. После обнаружения ее передали группе специалистов для детального изучения. Радиолог доктор Хосе Луис Веласкес заявил, что поверхность сферы не имеет признаков человеческой обработки. Отсутствуют швы или соединения, характерные для рукотворных объектов. По словам доктора, внутренние структуры сферы состоят из плотных материалов неизвестного происхождения. Команда исследователей пошла дальше и использовала технологии искусственного интеллекта для расшифровки символов, найденных на поверхности шара. Их интерпретация взволновала исследователей. Согласно ученым, символы содержат послание, адресованное человечеству. Согласно их выводам, надпись гласит: «Истоки рождения через объединение и энергию в цикле трансформации, точка встречи единства, расширение и сознание, индивидуального сознания». Команда ученых утверждает, что надпись призывает человечество к объединению усилий для защиты планеты Земля перед лицом экологического кризиса. Однако подобные заявления неизбежно вызывают сомнения. Ученые призывают относиться к таким находкам критически. Экстраординарные теории требуют столь же убедительных доказательств. Пока такие подтверждения отсутствуют, и история остается предметом спекуляций и предположений. Пока ясно одно: эта история еще долго будет волновать ученых и прочих исследователей. Остается лишь ждать новых сведений, которые помогут раскрыть тайны металлической сферы. 34. Где майя брали каменные блоки для пирамид и храмов, если вокруг их городов нет гор и карьеров? Считается, что майя именно покинули, оставили свои города. Или всю их могущественную цивилизацию и культуру скосила неизвестная болезнь задолго до того, как здесь появились испанцы. Примерно к 900 году нашей эры майя исчезли. Конечно, не все, так как современные южноамериканские индейцы – это в какой-то степени их потомки, но города и пирамиды заросли деревьями так, что только с помощью современных технологий можно узнать, где были эти города и строения в них, включая дороги. Да, каменные дороги тоже были, что удивительно, ведь майя якобы не знали колеса, и у них не было крупных животных для тяговой силы. Но где брали тысячи тонн камня для строительства городов? Особенно для равнинных. Ведь его нужно где-то добыть. Должны быть карьеры, горные массивы, где вырубали блоки. Гор или каменных выходов на поверхность вокруг многих городов просто нет. Не могли же майя волоком перемещать блоки за тысячи километров, это нереально. Даже если предположить, что внутри пирамиды и храмы грунтовые и облицованы камнем лишь снаружи, все равно его нужно где-то брать. А может быть, эти блоки – древний бетон? Брали известковую и вулканическую породу с поверхности, измельчали, обжигали и формовали из нее блоки. Допустим, майя знали рецепт смеси, как римляне для своего римского бетона. Вполне возможно. Но на фотографиях с раскопок видно, что под слоем растительности находятся слои камней и щебня. Интересно происхождение этих слоев. Это расчищенная или отсыпанная территория с остатками строительных отходов, или это продукты разрушения каких-то древних сооружений? Оттуда и весь материал? 35. Черен – уникальный металл из небольшого уральского села. Есть на Урале небольшое село, название которого большинству из нас совершенно ничего не скажет – Кын. С коми-пермяцкого эти три буквы переводятся как «мёрзлый». И действительно, места там настолько неуютные, что даже лето хочется назвать зеленой зимой. Сегодня в этом поселке живет примерно 400 с мелочью человек. Хотя было время, когда население доходило до 2500. Есть школа, фельдшерский пункт, лесопилка.
И, собственно, все. Но, может быть, еще остатки старой пристани и металлургического завода, которые интересны только туристам-сплавщикам. Поселок был основан в 1759 году по прямому указанию Министерства промышленности того времени, Берг-коллегии. Дело в том, что рядом с Кыном находилось несколько богатых месторождений железных руд. Завод под руководством Строганова строился 2 года. И в 1761 году были запущены первая домна и 2 молота. Рядом с заводом построили пристань, так как берега в тех местах состоят из мягких осадочных пород, то пристань сложили из огромных валунов, стесанных до ровных прямоугольников и скрепили в единый монолит, но не цементом. В каменные глыбы, из которых была построена пристань, забивали толстые кованые скобы из кынского металла. Скобы давали камням некоторую подвижность, возможность, так сказать, ходить во время ледохода, подвижек почвы. Если бы вместо них был цемент, то пристани уже давно не существовало, все развалилось. А ведь их выковали задолго до изобретения нержавейки и коррозионно-стойкой стали, 1913 год. Помимо ржавчины эти скобы не берутся ни одной ножовкой по металлу, только болгарка может хоть что-то с ними сделать. Проведенный химанализ показал, что это так называемое кованое кричное железо с минимальным содержанием углерода. Старожилы же говорят, что скобы сделаны из церена, чрен. Специальных металлических досок по типу огромных сковородок, на которых выпаривали соль на царских соляных заводах. Именно на строгановских железоделательных заводах смогли разработать особую технологию получения металла. Доски вываривали и закаливали в расплавленной соли, после чего ковали, что наделило металл свойством противостоять воде, ветру, влажности, солнцу и времени. Увы, секрет производства этого металла был утерян после того, как в 1911 году, после истощения рудников, завод был закрыт, штат специалистов частично распущен, частично переведен на другие заводы. Ну а потом война, революция и опять война. Было не до того. 36. Всплывший из-под воды древний город Митанни. На берегу реки Тигр в результате сильной засухи из-под воды появился древний город Хурритского царства Митанни. Этому городу 3400 лет, и у археологов было совсем немного времени, чтобы провести раскопки. Речь идет о древнем городе Захику, современном Кемуне в Курдистане, Ирак, в 50 километрах к северу от Мосула. Город был идентифицирован еще в 2018 году, когда в такой же ситуации засухи был раскопан дворец и найдена табличка с названием города. А в этом году к находкам добавились новые здания и новые таблички. Провести исследование на месте древнего поселения, появившегося из-под воды, было важно еще и потому, что о царстве Митанни сегодня известно меньше, чем о других ближневосточных государствах древности. Данные о Митанни происходят в основном из косвенных источников. К сожалению, до сих пор не было найдено хурритских государственных архивов. Вот почему исследователи так спешили как можно больше всего найти, пока водохранилище вновь не наполнилось. Археология Митанни развита слабо, отчасти из-за того, что центр царства занимал треугольник Хабура, где археологические работы начались относительно недавно. Во время спасательных раскопок, помимо дворца, археологи обнаружили городские укрепления, высокие постройки из необожженного кирпича, на удивление хорошо сохранившиеся, и большой торговый склад. Ожидая нового подъема воды, археологи покрыли руины города брезентом и обложили камнями. Это должно защитить участок до следующего снижения уровня воды в Мосульском водохранилище. В настоящий момент древний город Захику снова находится под водой. 37. Внутри старинной статуи нашли редкие изображения Будды. Открытие было сделано в храме Мёин, расположенном в городе Фукуяме, Хиросима, Япония. В голове статуи реставраторы неожиданно нашли листы старинной бумаги васи. Это традиционная японская бумага с тысячелетней историей.
В японской культуре ее использовали во многих видах искусства, в том числе для создания оригами и каллиграфии. В данном случае в голове статуи Будды реставраторы нашли 3 типа бумаги, причем на многих листах чернилами изображены по 3 фигуры. Как установили эксперты, в центре изображения находится Будда Шакьямуни, а по бокам 2 просветленных – Якуши Нёрая, Пхайса-Джьегуру и Дзидза-Босатсу, Кшити-Гарбха. Эксперты отмечают, что изображения 3 фигур были проштампованы, они идентичны друг другу. Такие штампы в целом были выявлены на 10 листах в оси, каждый размером 23 на 16 сантиметров. Сами листы были сшиты между собой бумажным шнуром. Также обнаружена стопка небольших листов бумаги с различными буддийскими изображениями. 3-й тип в оси представляет собой лист бумаги с буддийским мотивом и иероглифами, значение которых еще предстоит расшифровать. Считается, что храм Мёин был основан в 807 году Коба Дайси, также известным как Кукай. Деревянная статуя сидящего Будды, внутри которой нашли листы в оси, является главной достопримечательностью и святыней храма. Предполагается, что она была создана примерно в то же время. 38. Тайна каменных дорог Апшерона. Апшеронская каменная колея представляет собой древние мегалитические образования. Они, предположительно, возникли в 4000-5000 годах до нашей эры. По своему виду это множественные протяженные углубления на скальной поверхности, похожие на параллельные следы колес. Каждая такая каменная дорога состоит из 2-3, а в некоторых случаях до 5 и более, следов глубиной от 5 до 50 сантиметров. Многие из них в настоящее время разрушены, но имеются отдельные сохранившиеся участки длиной до нескольких сот метров. Общеизвестно, что Азербайджан, находящийся в своего рода географическом треугольнике между Большим и Малым Кавказскими хребтами и Каспийским морем, является уникальным регионом, сохранившим следы древнейших цивилизаций нашей планеты. Но сколько бы научных трудов не было посвящено истории этой древней земли, она не перестает удивлять новыми открытиями, а порой и тайнами, осмысление которых иногда требует объединения усилий исследователей из разных стран. Одну из подобных загадок явило на свет открытие каменных дорог на Апшеронском полуострове. Древние колеи встречаются здесь в нескольких местах и фактически пересекают весь полуостров с севера на юг. Впервые о каменных дорогах на Апшероне упомянул академик Ленц, побывавший в Баку в 1730-х годах. Он описал колеи двухколесных телег в каменном теле острова Бёюкзеря, бывший Наргин, уходящих далеко в море. Путь этот вел, судя по направлению колеи, вдоль острова к Шиховой деревне и Шиховой косе, конечной точке южного берега Бакинской бухты. При обследовании острова Ленц обнаружил эти следы, которые были сильно стерты от времени. Затем, в XIX веке, азербайджанский историк Аббас Кули Ага Бакиханов в своем произведении отмечал следующее. В Бакинском уезде в деревнях Бельгя, Зеря, Бибейбат и других, также и на некоторых островах видны на скалах остатки следов колес, идущих далеко в море. Упоминание о следах колеи двухколесной телеги, уходящей в море в местности Умид-Гая близ поселков Бельгя и Нардаран, имеется и у известного исследователя Баку Сары Ашурбейли. Но поистине сенсационным можно назвать обнаружение каменных дорог в конце XX века на древнем курганном поле между поселками Гавсан и Тюркян, а затем около поселков Дюбенди, Гала, Сураханы. Существует множество гипотез о происхождении подобной колеи, одна из которых – существование некогда единой цивилизации от Каспийского моря до Гибралтарского пролива. Но точного определения их происхождения и назначения до сих пор нет. 39. Древние месопотамские кирпичи выявили загадочную аномалию в магнитном поле Земли. Древние кирпичи, на которых написаны имена месопотамских царей,
позволили получить важную информацию о загадочной аномалии в магнитном поле Земли, произошедшей 3000 лет назад. Команда проанализировала скрытую магнитную сигнатуру в зернах минералов оксида железа, содержащихся в 32 глиняных кирпичах. Кирпичи были взяты из археологических памятников по всей Месопотамии, на территории современного Ирака. Сила магнитного поля планеты была запечатлена в минералах, когда их впервые обожгли тысячи лет назад. В то время, когда кирпичи были изготовлены, на каждом из них было написано имя правящего короля, которое археологи датировали разными периодами. Вместе имена и измерения магнитной силы зерен оксида железа составили историческую карту изменений силы магнитного поля Земли. Исследователям удалось подтвердить существование геомагнитной аномалии Левантийского железного века, периода, когда магнитное поле Земли было необычно сильным вокруг современного Ирака между 1050 и 550 годами до нашей эры. Причины этого не ясны. Доказательства аномалии были обнаружены в Китае, Болгарии и на Азорских островах, но данные из южной части самого Ближнего Востока были скудными. 40. На Кавказе нашли останки гигантских ужасных гиен возрастом 10 миллионов лет. Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Китая и Азербайджана обнаружили первые доказательства того, что на территории современного Кавказа около 10 миллионов лет назад обитали гигантские ужасные гиены Динокрокуста гигантия. Челюстные фрагменты динокрокутов были обнаружены в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане. По словам одного из авторов исследования Данияра Хантимирова, взрослые динокрокуты могли достигать массы около 400 килограммов, что сопоставимо с белым медведем и значительно превышает вес современных гиен. Их мощные челюсти и зубы были приспособлены для разгрызания костей и нанесения сокрушительных укусов. Эксперты полагают, что ужасные гиены охотились на крупных травоядных древней гипарионовой фауны, хилотерий и оленеобразных. Несмотря на внешнее сходство с современными гиенами, динокрокуты не являются их прямыми предками. Сходные черты возникли в результате конвергентной эволюции, отмечается в исследовании. На этом я бы хотел закончить это видео с 40 тайнами мира, все еще не разгаданными. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В Иране археологи обнаружили древнюю глиняную табличку с клинописным текстом, который ученые пока не могут расшифровать. Она была найдена на частной ферме при обработке сельскохозяйственного поля. Расшифровать клинопись ученым пока не удалось. Дело в том, что эламский язык по своей структуре является так называемым изолятом. Это мертвый язык, основанный на использовании пиктограмм. Эламское линейное письмо широко использовалось с XVIII века до нашей эры. Оно исчезло около 2000 лет назад. Вот такими у нас получились 40 тайн мира, все еще не разгаданных. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах,
помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.